Ребят, всем привет! А сегодня я с вами решила продолжить тему снов, а точнее продолжить тему уже толкования снов как таковых. В прошлых двух роликах, посвященных теме сны, мы с вами рассмотрели то, что такое вообще сны, про то, что как нам подпихивают контракты через сны, как нами манипулируют через сны, манипулируют нашим сознанием, как нас подписывают на то, чтобы внедрять нам что-то в реальность. А также мы с вами рассказывали, как при помощи снов качают нашу энергию. Ну и то, что я рассказывала вам на своем канале про тему снов, и в том числе сонного паралича, это примерно на 180 градусов вообще отличается от того, что вам рассказывают про это везде. Зато, судя по вашим же комментариям, которые вы мне оставляли под видео, это на 99,9% синхронизирует с тем, что вы вообще в своей жизни видели про сны, чувствовали сны, как воспринимали сны и так далее. Ну и сегодня мы с вами будем дальше это разбирать для того, чтобы еще какие-то пробелы вообще убрать из этой темы и для того, чтобы вы могли по каким-то сюжетам, которые у вас во сне возникают, понимать, что с вами вообще происходит во сне и на что вас в эти сны пытаются подписать, какие контракты вам подпихивают, ну и отражением чего тот или иной сон может быть. Ну и по традиции, как мы уже говорили с вами в одном из первых видео, сонники вы можете выкинуть в мусорку, потому что сонники, они вообще не отражают на самом деле толкование снов. Я много вообще в жизни пыталась чего-то там посмотреть по сонникам, сориентироваться по сонникам, что же мне такое снилось, снится какой-то сон, я залазю в сонник, пытаюсь это как-то сопоставить и понимаю, что нет, вообще никак не сопоставится, поэтому все, что вот я вообще видела в сонниках, я могу назвать одним словом, одним общим словом, это ерунда, слово ерунда. Вот, это то, как я могу охарактеризовать вообще все сонники, особенно если это касается сонников из интернета. На самом же деле, как я вам уже говорила в предыдущих роликах, видеть, как на самом деле устроены сны, что они из себя представляют, толковать те или иные сны, которые приснились мне или другим людям, я научилась и поняла, что они значат и так далее, только тогда, когда я отключила подключки, только тогда, когда я, в принципе, начала расторгать контракты с теми же самыми сущностями. У них тут целый завод плантация просто по выкачке энергии, и в том числе по выкачке энергии через наши сны. И они-то, подсоединяясь к нам, не дают нам осознавать, что вообще является нам во снах, как можно характеризовать эти сны и именно отражение. Сейчас, как показывает практика, а у меня здесь уже собрана практика многих ребят, которые начали по моим методикам отключать подключки еще начиная с лета 2021 года, а это как раз то самое время, когда я выпустила свой первый ролик на YouTube про отключение подключек. Очень многие люди после того, как начали эти практики применять, в том числе у них началось осознание снов. Они начали понимать, что кто-то в их сны влазит, они начали расшифровывать свои сны, и они начали улавливать вот эти вот все колебания, и в том числе понимать, что то или иное в их снах означает. Ну а я с вами сегодня поделюсь именно тем, как я увидела вот эти расшифровки своих снов, то, как я их видела, начиная с самых ранних времен, еще даже тех времен, когда я не до конца осознавала некоторые толкования того или иного отражения, а я называю то, что нам снится, и оно связано, то есть расшифровка, да, снов, я называю это отражениями. И сейчас я вам расскажу, почему. Вот, то, что я называю отражениями, то есть не до конца осознавая еще, но я тогда уже понимала, допустим, к чему это примерно ведет по своей жизни и то, как я это все вижу сейчас. Итак, давайте начнем. Вообще, что такое отражение? Отражение – это то, что происходит с вами, то есть когда вы во сне видите то, что происходит с вами
в вашем энергетическом поле, либо там вам предлагают что-то, то есть, что вот с тобой давай случится то-то, то-то и то-то, либо, допустим, ты реально видишь во сне, что с твоим тонким телом что-то происходит, или что тебе пытаются, допустим, там украсть твое тонкое тело или еще что-то. То есть это отражение, грубо говоря, вашей тонкоплановой жизни, которую вы не видите, но она, тем не менее, есть. Как бы вам это хотелось или не хотелось, то, что вы не видите тонкий план или не можете пока что, самое главное, я думаю, что вскоре эти все энергосвязи восстановятся, и очень многие люди научатся пользоваться, переходить своим сознанием в более тонкие тела, как-то гулять, да, что-то делать и так далее. Так вот, и сейчас же во сне вы можете видеть какие-то вещи такие и, допустим, уже сразу отменять, как-то реагировать на это. И если вам там подпихивают какой-то контракт, вы ему можете оперативно расторгать для того, чтобы в вашу жизнь, допустим, не внедрили какую-нибудь гадость. Итак, смотрите, наверное, такой очень частый сон, который снится в последнее время людям, которые, допустим, как раз-таки многие знают сейчас про переход, многие знают про то, что наше мироздание переходит из темной части Вселенной в светлую, и как бы этот процесс сейчас сопровождается не только массовым пробуждением людей, но и некоторыми событиями также на физике. Я о них очень сильно много рассказываю в последнее время, но рассказываю я о них в своем телеграме, потому что как бы YouTube, он сейчас как-то, непонятно относится вообще к обсуждениям, в том числе есть целые каналы, миллионники, которые просто на пустом месте заблокировали без объяснения каких-либо причин, потому что они начали обсуждать и рассуждать о некоторых событиях, которые происходят на мировой арене, вольнодумно слишком, и поэтому начались какие-то непонятные телодвижения, поэтому я весь контент, вообще все, что связано с мировыми новостями, мировыми событиями, обсуждение мировых событий какие-то, также то, что идет с тонкого плана насчет тех или иных событий, все это перенесла в Телеграм. И это все вы можете смотреть там. Здесь мы на Ютубе с вами оставим какие-то вот такие вот интересные практические знания. Но давайте дальше. Вот смотрите, если вы видите во сне, допустим, там какой-то поезд, какой-то автобус, очень многим сейчас, да, вот снится поезд, автобус, что-то такое, где едет большое количество людей, и в большинстве своем всем снится то, что этот поезд где-то что-то шатает, где-то что-то его там кидает, но он несется в светлое будущее. Вы на самом деле можете иногда ориентироваться на свои сны, потому что сны являются в том или ином виде все равно отражениями того, что происходит на тонком. Поэтому, если вы не видите тонкий, вы можете по снам немного хотя бы ориентироваться, хотя я вам уже говорила, что в большинстве своем все сны являются обманками, то есть когда вас пытаются под что-то подписать. Но, тем не менее, как раз-таки сегодня мы с вами поговорим о каких-то отражениях, которым можно немного доверять и по которым можно ориентироваться. Так вот, очень многим снится, что, допустим, там человек опаздывает на поезд, вот одна моя знакомая рассказывала, ей снится, что она уже собралась, вещи спаковала, уже все, там у нее готов билет, она уже готова ехать на поезд, то есть садится, и она знает, что сейчас поезд отправляется очень быстро, это было, по-моему, в 2020 году, ей этот сон снился, вот, что она уже отправляется, она как раз тогда проснулась, этот сон был очень-очень достаточно яркий, это был сон отражения про то, что с ней тогда происходило. И она собирается туда, как бы все, ехать, там уже очень много народу набилось, и этот поезд куда-то отправляется, где очень сильно хорошо, то есть какая-то страна или что-то вот в какое-то светлое будущее, в общем. И она идет туда, ее отвлекают, то есть какая-то там старушка, какая-то женщина начинает к ней подходить, там ее дергать, говорит: стой, стой, не иди туда, вот посмотри, и показывает ей на телевизор, и начинает показывать на телевизор, и в телевизоре там есть такое, что типа там войны, что-то еще показано, и говорит: это, давай, типа, куда ты там идешь, иди сюда, вот смотри, вот там. То есть, и ей очень сильно, это вот как раз таки мы видим яркий пример того, как
подпихивается контракт, да, что типа ты собралась куда-то в светлое будущее, отражение, да, но тебе не дают туда идти. Какая-то женщина там, как по ее описаниям, она какая-то грязная, вся страшная была. То есть это была лярва, которая во сне пыталась ей пропихнуть контракт, что не иди туда, не едь в светлое будущее, в общем поезде, смотри вот сюда, в телевизор ее отвлечет от того, чтобы сесть в этот поезд. Здесь очень яркое отражение, если бы она согласилась, то ей бы что-то внедрили в жизнь для того, чтобы ее действительно с этого пути согнать. Так вот, поезд, который движется куда-то в хорошее направление, это как наше мироздание, то есть это отражение нашего мироздания, автобус, поезд, там неважно. Это какой-то общественный транспорт, электричка, там, самолет у вас может быть, все что угодно. То есть главное, что это какой-то общественный транспорт на много-много пассажиров. Поэтому это как отражение общего мира, то есть общей нашей планеты, там условно выражаясь, нашей параллели, которая движется к чему-то. То есть, понимаете, это как движение нашей планеты, нашего мироздания, нашей параллели по определенной временной линии. Допустим, если мы смотрим, что наш поезд едет по рельсам по определенным, это движение мироздания по определенной временной линии. Также, допустим, там он летит куда-то в каком-то направлении, то есть это все тоже движение, все, что говорит о движении мироздания куда-то, то есть в какие-то событийные ряды или куда-то движется в будущее в какое-то, то есть понимаете, да, вот этот момент, именно вот этого отражения. Дальше, если мы говорим про то, что в каком состоянии чего находится, смотрите, если там этот поезд мы можем вот заметить, допустим, поезд какой? Обшарпанный, чистый, грязный, новый, там, расшатанный, раздолбанный, это мы можем увидеть общее состояние нашего мироздания или нашего мира, нашей параллели, в том виде, в котором он есть. То есть вот как вам снится какой поезд, допустим, раньше могло быть какой-то там потрепанный, грязный, все, сейчас, как правило, он уже такой стабильный, чистенький, красивенький, по большей степени всем снится, и такой очень-очень, если раньше был хлипкий, то сейчас, такой железобетонный каркас. Опять же, напишите в комментариях, мне интересно, вот можете сопоставить, вот это, кстати, да, давайте вот мы с вами такой небольшой интерактивчик ведем по мере снов, вот именно сегодняшнего вот ролика. То, как вам снилось, допустим, отражение тех или иных вещей до 2020 года и после 2020 года, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии и посмотреть, насколько это совпадает с тем, что я вот опрашивала и вообще общалась с людьми, с многими, как у вас это происходит, потому что обычно те сны, которые нам снились, отражения до 2020 года и после, они коренным образом отличаются. Особенно это по лестницам видно, но по лестницам мы с вами чуть позже поговорим. Итак, вот смотрите, до и после 2020 года в каком состоянии вам снились автобусы, поезда, там самолеты какие-то, еще что-то, где двигалось очень большое количество людей, в том числе и вы. Но также смотрите, в зависимости от того, что происходит, допустим, с вот этим вот самолетом, поездом и так далее, какое событие происходит во сне, вы должны понимать, что вот на это вас пытаются подписать темные, то есть подписать этот контракт, вытребовать на это соглашение. Допустим, если вам снится, что вы были в каком-то самолете, летели куда-то, допустим, не тужили, и бах, там начинается какая-то раскачка, турбулентность, и этот самолет летит вниз там, да, и все идет к тому, что там, чтобы все разбилось или так далее, какое-то вот, типа крушение или что-то, то вы должны понимать, что это ни в коем случае не говорит о том, что у вас в жизни скоро будет что-то плохое. Это говорит о том, что вам пытаются подпихнуть контракт на то, чтобы вы согласились с тем, чтобы темные привели нашу параллель, наш мир к разрушению, понимаете? Это вот такие вот отражения. То есть события, которые происходят с вот этим отражением, они, как правило, прямые. То есть нету такого, что это что-то там обозначает о том, что вы завтра влюбитесь и выйдете замуж. Нет, это не так.
все события более прямолинейны, и их надо интерпретировать более прямолинейно. Следующее отражение тоже нашего мироздания – это такое более статичное, то есть это не в движении, а просто вот как оно есть, отражение, как мы живем, которое отражает по большей степени то, что в нем происходит и в каком виде оно вообще есть. То есть это многоэтажка какая-то, то есть высокое здание, где много квартир, где много каких-то там комнат или что-то, где живет множество людей. Также это может быть школа, то есть школа, университет, там какое-нибудь учебное заведение, любое другое, да даже детский сад, если вам снится, что это детский сад или что-то подобное, то есть любое образовательное учреждение, либо любой многоквартирный дом, который вам снится, по которому вы там ходите и так далее, это как отражение мироздания. Конечно же, бывает такое, что вы там ходите, там, допустим, во сне ваш там какой-то знакомый район, ваш дом, да, в котором вы там, ну, реально живете, там квартира и так далее, но даже там, то есть ваш знакомый район, там еще что-то, ваш дом, это будет тоже как отражение параллели или мироздания в том или ином виде, и мы сейчас с вами дальше поговорим об этом. Так вот, смотрите, что с вашим домом, там, именно многоквартирным, будет происходить, то есть в каком виде вы его будете видеть, в том виде и будет, по сути, отражено мироздание, то есть то, каким оно является на данный момент. Не знаю, как у вас, у меня до 2020 года очень часто было такое, что я, допустим, бегала по каким-то многоэтажкам, которые были усыпаны какими-то квартирками, знаете, общажного типа, где были какие-то вот такие люди, жили в каких-то условиях барачных, вот именно, знаете, условия бараков каких-то страшных, грязных, какие-то веревки, на которых висят какие-то вещи, какой-то запах, вонь, грязь, короче, вот что-то вот такого плана. И очень-очень много людей, все живут просто в ужаснейших условиях. И это все вот в одном доме, вот так вот. И весь этот дом, это как большой лабиринт такой. Я очень часто, кстати, бегала по снам именно в домах, в многоэтажках, в которых внутри был лабиринт. То есть можно было из одного подъезда попасть в другой, и вообще, не выходя из этого дома, из этой многоэтажки, пробежаться по всем этажам, пробежаться по всем подъездам, то есть это был полностью такой вот большой лабиринт. И еще такой очень интересный момент, который снился практически всем вообще людям до 2020 года, с кем не разговариваю, многие говорят, да, нам это снилось, да, мы это видели. В этих многоэтажках, либо в школах, либо еще что-то, были сломаны лестницы. Очень многим, ребят, я думаю, вы тоже вспомните сейчас такие сны, и где, которые не расшифровывают ни один сонник, нормально вам вообще не даст то, что это такое, почему снятся поломанные лестницы. Никто не может толком сказать, я вам сейчас расскажу. И смотрите, когда вы идете, и вы не можете попасть к себе на этаж, допустим, вот поднимаетесь, у меня такое очень часто было, я иду, поднимаюсь по лестнице, и бах, просто пролета нет. Я не могу подняться на свой этаж, я понимаю, вот она моя квартира, вот он мой этаж, самый последний, да, там, допустим, какой-то там 5-й, 10-й, но я не могу на него попасть чисто физически, потому что вот пролета лестницы просто нет, он выдран с корнем. До этого я там проходила, допустим, лестницы, там половины лестницы не хватало, тут вообще просто кусок металлический висит, то есть самой лестницы, ну вот этого пролета там бетонного нет, все раздолблено, лестницы просто как будто после какой-то бомбардировки, они просто уничтожены, они просто разбиты, они находятся вообще в крайне плачевном состоянии, лестничные пролеты в крайне плачевном состоянии. И ты на вот этот этаж, который тебе нужно, просто корячишься, цепляешься там, я не знаю, за штукатурку, которая отваливается, пытаешься как-то перепрыгнуть за какие-то там, я не знаю, арматурины, за что-то вот такое, там выдумываешь, что-то корячишься, и кое-как там перелазишь, допустим, а то и не можешь просто перелезть. И это снится практически каждому, снилось такое отражение
И это как раз-таки к вопросу о том, что нам очень много говорят, что здесь баланс, что это идеальная площадка для роста, это идеальная площадка, вот здесь же темные, светлые находятся в таком состоянии, что, значит, темные делают все, чтобы мы тут росли. Это ж они тут для нашего роста, бедные, несчастные, стараются. Они тут уже старались до такой степени для нас, таких тупых, дебильных, идиотов, которые вообще ничего в жизни не знают и не понимают, и старались, извернулись ужами для того, чтобы мы хоть немножко выросли. И вот эти лестницы, они просто всю эту концепцию ломают. Почему? Да потому что, понимаете, лестница – это даже иносказательно. Возьмем вот лестница в психологии, что значит. И лестница, мы поймем, что это ступень роста, это развитие, это символ какого-то духовного восхождения, трансформации, перехода в иное высокое состояние. Очень много, допустим, мотивационных картинок, где человек просто идет, поднимается по лестнице вверх. Мы говорим, поднимается по социальной лестнице, поднимается по духовной лестнице. Там. И тут мы приходим к тому, что лестницы-то сломаны. А кто сломал лестницу? То есть нам здесь, в нашем мироздании, сломали лестницы, ребят. Мы не можем просто нормально передвигаться по лестницам, и до 2020 года лестницы были сломаны. Ни о каком духовном, как таковом, типа росте, подъеме, еще что-то, речь не шло. И да, можно подумать, что это, может быть там сон, что человек там какую-то трудность испытывает, и вот он видит во сне вот такую вот разрушенную лестницу, что он не может подняться выше. Окей, хорошо, но как объяснить тогда сны, что эти лестницы снятся детям? Вот такие вот разрушенные, поломанные. И зачастую еще эти лестницы снятся людям. Мало того, что они не могут подняться поверх, они еще и убегают. А убегают они, знаете, от кого? От страшной, очень ужасной какой-нибудь гадости, демонического вида. И они бегают по вот этому вот зданию, убегают от какого-то страшного существа, который гонится за ними. И они знают, что если они остановятся, это существо его догонит. И они по этим лестницам лезут вперед, перелазят, убегают от этого существа на лифтах, просто скрываются всячески, просто сбегают, и эти сны снятся постоянно, с определенной периодичностью. Да, может быть, не у всех, но у многих. И это много о чем говорит. Это не иносказательно, это не как-то, это вот оно, пожалуйста. Мы, во-первых, не можем подняться даже на свой уровень, где у нас наша квартира-то находится. Понимаете, это говорит о чем? Наша квартира – это наше энергетическое поле, наше энергетическое пространство. То есть отражение того, где наш уровень. Когда мы, допустим, в школе не можем подняться или в институте на нужный для нас этаж, где мы учимся, это о чем говорит? Мы даже на свой уровень-то не можем подняться, духовного роста. То есть там наш уровень нашей души, а мы туда даже зайти не можем, на наш уровень. О чем говорить в другом, в каком-то раскладе, понимаете? И вот поломанные лестницы, они очень многое отражают на самом деле. И напишите в комментариях, снились ли вам такие сны с вот такими лестницами разрушенными. И также как раз таки, что стало с этими лестницами после 2020 года. Потому что я, допустим, уже после 2020 года, сколько не видела зданий во сне, сколько видела отражений вот каких-то той же самой школы, там еще чего-то, я видела целые лестницы. То есть у меня уже такого, что я такая бегу и вижу, что бах, целого пролета нет, такого уже не было. Я шла по каким-то чистым, уже нормально выстроенным лестницам. Плюс еще, что у меня, что у других ребят, которых я спрашивала, во сне, допустим, было такое, что идешь по лестнице, и ты видишь, что идет ремонт. То есть в здании, там, именно в подъездах, где вот этот лестничный пролет, идет ремонт, выстраивают там даже где-то ступеньки еще не выстроены, но они уже такие подформированы, стоят какие-то мешки цемента, все это делается, обкладывается кафелем, еще чем-то. То есть это все выстраивается, это все ремонтируется, это все делается. Каждая такая ступенька, да, что мы видим в отражении, допустим, когда лестницу выстраивают, допустим, она еще такая скомканная, но ступеньки еще не выстроены. Это значит, что ступеньки это как вот определенные
сюжеты, да, определенные временные линии, то есть которые должны привести нас, допустим, к духовному росту, который вот идет подъем по вот этим ступенькам. То есть когда ступеньки еще не выстроены, это говорит о том, что еще не до конца простроен вот этот вот событийный ряд по факту. Но о том, что эта лестница уже намечена, то есть путь этот намечен, значит какая-то основная канва для этого, какой-то шаблон основной канвы для этого уже есть. И значит по мере того эти событийные ряды будут уже выстроены. То есть это как заготовка какая-то определенная для их формирования. Ну и также, да, напишите мне в комментариях, что у вас было по лестницам, допустим, какие лестницы вам снились до 2020 года и какие вам снятся после. Также здесь важно отметить такое понятие, как лифты, потому что лифты это очень важно. Если вы давно смотрите мой канал, я вам рассказывала, в принципе, о таком понятии, как кротовья нора, то есть это не совсем кротовья нора, туннели. Я вам рассказывала туннели. Что такое пространственные туннели? То есть, когда точка А и точка Б сужаются, пространство складывается, и там идет такой туннель. То есть, натягивается, по сути, это натяжение пространства, и вот от точки А до точки Б при больших расстояниях формируются пространственные туннели. Эти пространственные туннели очень часто используют ребята, которые уже научились, допустим, видеть тонкий план. Они могут из одного пространства в другое перемещаться по таким туннелям, прокидывать этот туннель и, допустим, по вот этим туннелям летать. Но это мы сейчас с вами отходим от темы немного. Так вот, смотрите, когда вам во сне снится лифт, вообще лифт, да, вот где-то мне даже говорили, где-то какие-то есть такие определенные движения, где говорят, зайди в лифт и спустись на минус 10-й этаж. Представляете? Вот, это вам так. Так вот, насчет туннелей. Если мы во сне спускаемся на минус какой-то этаж, допустим, или в цоколь, или вообще спускаемся вниз, это мы спускаемся в какие-то нижние миры. То есть движение вниз не говорит о чем-то хорошем. Также, допустим, если мы во сне поднимаемся наверх, на какие-то верхние этажи, это говорит о том, что мы поднимаемся в какие-то высокие миры, именно в светлые миры. Поэтому то, куда вы движетесь во сне, это очень важно. Под землю двигаться или на минус какие-то цокольные этажи, это значит, что вы двигаетесь в какие-то нижние миры. И это не очень хорошо. Бывало такое даже, что, допустим, если вам снится то, что вы зашли в лифт, и лифт обрывается, и вы на этом лифте куда-то падаете, то это тоже не очень хороший знак. Это значит, что одно из ваших тонких тел, возможно, кто-то по такому пространственному тоннелю, то есть вот куда-то утаскивает. Потому что это очень сильно похоже на то, что кто-то пытается вас затянуть, одно из ваших тонких тел просто крадет в этот момент. Поэтому это все надо расторгать, и это ничего нельзя разрешать. Вот. Так это вы можете, допустим, отслеживать по вот этим моментам. Также, допустим, если вам снится, что вашего ребенка крадут, допустим, вы во сне не то, что вашу там дочку, сына, которые действительно ваша дочка, сын, да, в реальной жизни у вас есть там дочь, сын, там, да, дети, вот, и именно они вам снятся, то это немножко не то. Если вам во сне снится именно какой-то непонятный ребенок, то есть вот просто ребенок, да, какой-то, это не конкретно там вот кто-то, кто в реальности имеет место быть, просто какой-то ребенок, и вы во сне понимаете, что это ваше дитя, это ваш ребенок, это ваш там сын, ваша дочь, неважно. Если вы во сне воспринимаете именно как вот своего ребенка, какого-то ребенка, значит, это одно из ваших тонких тел, это как отражение одного из ваших тонких тел. И если с этим ребенком что-то происходит, или кто-то там посягают, или его крадут, или его там еще что-то, то это говорит о том, что идет какое-то нападение на ваши тонкие тела. И такие сны тоже нельзя исключать из виду, то есть вы должны на это оперативно реагировать, выставлять личные границы. Про то, как выставлять личные границы я много рассказывала на канале, я постоянно об этом говорю, я много рассказывала на курсах, я рассказывала об этом и в клубе, я об этом снимала кучу роликов. Вы можете посмотреть самые первые ролики, вот есть у меня плейлист, очень классный, и это видео туда тоже войдет,
Плейлист называется «Практические знания». Для тех, кто вот именно по большей степени нуждается в практических каких-то знаниях, я собрала все ролики, они у меня все по плейлистам. У меня ни одного, по-моему, ролика, который бы выпал там где-нибудь из плейлистов. Я каждый ролик складываю в плейлист, который идет по тематике. И в плейлисте вот практические знания там есть и про личные границы ролики, и про то, как отменить болезни ролики есть, и про то, как разрывать контракты, все вот это вот там тоже есть. Это одни из первых роликов, которые я вам сразу дала. Вот, пожалуйста, ребята, практики, пользуйтесь. Сейчас я даю по большей степени много теорий, но эта теория крайне важна, потому что вы должны осознавать, то есть некоторую теорию для того, чтобы более качественно какие-то практики использовать. Я постоянно делаю акцент на том, я не понимаю, почему очень многие люди считают, что теория им не нужна. Они считают, что теория это что-то ненужное, это что-то вообще вот просто то, что надо выкинуть, надо практику. И вот поэтому они именно попадаются, они лезут, ищут какие-то практики, и там им очень хорошо, сильно достается по попе. Почему? Да потому что, смотрите, если вы, допустим, да, никогда не изучали там физику, вы не шли там, не изучали электрику, вы не знаете вообще, как работать с проводами, что делать, элементарные техники безопасности, вы вообще ничего не шарите по теме электрического тока, и при этом вы полезли в розетку просто и начали там что-то ковыряться и пытаться там, я не знаю, провести электрику по всей квартире и что-то там под высоковольтные провода там что-то крутить, то, ребята, так не делается. Понимаете, вот практика это важная часть на самом деле, да, но когда вы идете учиться на хирурга, вы приходите вот в медуниверситет, и там вас сначала 3 года гоняют, или там сколько, да, гоняют чисто по теории, вы изучаете, как устроены там кровеносные сосуды, как устроены внутренние органы, как что вообще работает в организме, вас тупо гоняют по теории, а потом только вас заводят, извините меня, в операционную, дают скальпель и говорят, на, делай, и то под присмотром, и то вы не сами сначала делаете. Просто я к тому, что, смотрите, если вы действительно что-то хотите, да, чему-то научиться, что-то делать, теория крайне важна, потому что хирурги, ими не вот так становится, что человек приходит, ему дают скальпель и говорят, ну все, давай, хей-хей, делай операцию на сердце. При этом он даже не помнит, там, не знаю, базовые основы по биологии, там, 8-9 класса, что он наоперирует. Поэтому я бы не стала на вашем месте упускать теорию. Ну, давайте продолжим. Итак, про лифты, я надеюсь, мы поняли с вами. Далее, также хотела бы сказать про дороги. Часто нам снится, что мы едем по дороге или движемся по дороге, идем по дороге. И куда дорога уходит, по этим сюжетам тоже можно отслеживать, потому что дороги, они тоже очень ярко показывают некоторые моменты, как вот движется поезд, да, куда-то, или там, допустим, самолет, мироздание, да, куда-то движется. Также и мы, если движемся, эта дорога по отражениям, это отражение временных линий. То есть, если мы идем куда-то в темноту, допустим, или в темный туннель заходим, это очень плохой знак, это значит, нас пытаются куда-то увести. То есть куда-то в темноту, какую-то плохую дорогу, да, какими-то плохими путями повести. То есть такие надо контракты расторгать. Естественно, если вам подсовывают, что вы там идете по дороге, потом раз какой-то страшный лес зашли, утром проснулись, все, расторгаем. То есть вам явно что-то подпихивают, вам подпихивают конкретно темную какую-то временную линию, по которой вас хотят увести. На это не соглашаетесь, пропихиваете свою, говорите, нет, я пойду по своей, так как я хочу, так и буду жить, вы вообще не имеете права вторгаться в мою реальность и как-либо вообще на нее воздействовать. Поэтому смотрите, если вы едете по широкой какой-то или идете по широкой, красивой, прям ухоженной дороге, без колдобин, без ничего, это хороший знак, в принципе, это говорит о том, что вы идете по какой-то очень позитивной временной линии. Если тут вам же снится, что бах, эта дорога заканчивается, там внизу пропасть или там резко там вас пытаются скинуть с этой дороги, значит, кто-то пытается воздействовать на вашу реальность, кто-то через этот сон пытается вытребовать опять согласие на то, чтобы вас с этой дороги увести. Если кто-то там пытается, допустим,
вниз опять же столкнуть, тоже о многом говорит. То есть вы должны понимать и учитывать. То есть по дорогам тоже очень много можно понимать, что это такое и как это все выглядит. То есть и в зависимости от ситуации, которая связана с дорогами во сне, вы можете также примерно понимать, кто, что и зачем пытается с вами сделать, а также где вы примерно находитесь. Ну вот как я вам на примере сказала, да, если вы едете по хорошей широкой дороге, это как минимум хороший знак. Знак того, что сейчас вы находитесь где-то в хорошем месте. Если же кто-то пытается вас с этой дороги, ну, как бы спихнуть, это как бы знак того, что кто-то пытается вмешаться, но как мы можем это отражение использовать? Хотя бы понять, что мы на верном пути. Мы сейчас находимся на каком-то хорошем, действительно замечательном событии и как бы понимать, что да, мы движемся туда, куда надо. Вот. И если нас хотят с этого спихнуть, тем более нам надо двигаться в этом направлении, как можно лучше ложиться в нем и дальше в свою реальность проталкивать. Итак, давайте дальше. Уже с вами подойдем к тому, как мы можем понять наше энергополе, как выглядит, что вообще происходит, также сюжета. Ну, смотрите, наше энергополе – это либо дом на Земле, дом конкретно на одного человека, на одну семью, то есть это не многоквартирный дом, как мы до этого смотрели. То есть это вот дом на Земле, либо это квартира, то есть то, где вы живете. Это конкретно ваша собственность, вы там живете, вы там проявляете. Даже если это там квартира родителей, или дом родительский, или дом бабушки, дедушки, там каких-то тети, дяди, неважно. Главное, чтобы во сне, главный критерий, что во сне вы понимаете, что это ваше жилье. То есть вы там живете. Это может быть даже какая-то неизвестная квартира, неизвестный дом, вы вообще первый раз его видите, но во сне у вас четкое понимание: я здесь живу, это моя жилплощадь, это моя квартира. И это будет являться отражением вашего конкретного энергополя. Здесь что мы можем вообще взять из вот этих отражений? В каком состоянии находится ваша жилплощадь? То есть если вы находитесь в красивой, чистой, опрятной квартире с чистеньким ремонтом, с хорошим освещением, где все замечательно, все классно, все здорово, поздравляю вас. У вас очень хорошее, чистое энергополе, значит, все там замечательно, как бы можно сказать, ну, вас с этим можно поздравить. Если же у вас, допустим, что-то не так, какие-то грязные подоконники, грязные обветшалые обои, старая мебель, что-то все там плохо, все там, допустим, вы там собираетесь сделать ремонт, тут, значит, полы проваливаются, тут, в общем, все не очень хорошо, это значит о том, что у вас в энергополе, ну, действительно, все не очень хорошо. Также мы можем, допустим, по таким отражениям многое видеть, если на вашу жилплощадь кто-то заходит, допустим, там, не знаю, врывается какой-нибудь маньяк, залетают какие-то цыгане. Я уже, в принципе, и в прошлом ролике это говорила, но все равно я это еще раз все проговорю. Тем не менее, чтобы у вас был отдельный такой ролик, где бы вот чисто про отражение было. Так вот, где-то что-то, какие-то бандиты к вам ломятся в квартиру, в ваш дом, я не знаю, там, даже если вы в своем, допустим, доме на земле, и вот, ну, у многих дом на земле, и плюс какая-то ограда, то есть, ну, какая-то придомовая территория, там, не знаю, огороды, там, у кого сад, там, у кого еще что-то, какие-то террасы, там что-то такое. То есть даже если это какая-то придомовая территория, и на эту придомовую территорию кто-то лезет, там, я не знаю, из-за забора там перелазит и пытается там у вас воровать яблоки условно, это тоже отражение сущностей. То есть вы должны понимать, что кто-то пытается вторгнуться в ваше энергетическое пространство. Если же кто-то там подобрал ключи от вашей квартиры или взламывает ваш замок, вы должны понимать, что кто-то пытается, ну, условно вскрыть ваше энергополе, внедриться, что-то там непонятное сделать. Если у вас там дома во сне проживают какие-то непонятные личности маргинальные, то это тоже не очень хороший признак. Это признак того, что кто-то там левый есть. В общем, по тому сюжету, который вы видите во сне, все, что происходит с вашей квартирой, с вашим частным домом, с вашим частным имуществом,
все, какие сюжеты, что там вы видите относительно этого, вы можете понимать, и что творится с вашим энергетическим полем. То есть это является ярким отражением. Также ваше тело. Вот, очень важный момент, ваше тело. Во сне ваше тело – это ваша машина. То есть очень часто, допустим, вы едете на машине, либо у кого там нет машины, допустим, может быть велосипед, там, мопед, какие-то еще средства передвижения, которые связаны с личным транспортом. То есть это не автобус, это не газелька, где едет очень много людей. Нет, даже если может быть, газелька это ваша личная. То есть вот если это ваша личная, это уже немного другое. То есть, допустим, смотрите, ваша личная газелька, вы там грузовик, там еще что-то, вы можете ехать, и в ней там какие-то, я не знаю, цыгане условные там зашли вторглись, то есть вы их не приглашали, они там зашли, это тоже не очень хороший знак. Вообще то, что в вашем автомобиле еще кто-то присутствует. Вообще по-разному, конечно, бывает, но отражение во сне, что ваша машина куда-то едет, вы на мопеде куда-то двигаетесь, на мотоцикле, еще что-то, это то, вот сюжет, который простраивается во сне, связанный с вашим автомобилем, в вашем движении на машине на этой или на чем-то другом. Это все будет отражением того, куда движетесь вы в этом воплощении, то есть вы в этом теле конкретно, что с вами будет происходить и так далее. И здесь, допустим, если вам снится, что какой-то там, не знаю, непонятный хрен, который оказался в вашей машине, что-то там дергает за руль там или сидит сам за рулем вашей машины, врезается во что-то в ДТП и потом говорит, это ты виноват, то есть это вас пытаются сущность подпихнуть вам контракт на то, что она в вашем теле, грубо говоря, или при помощи вас, или как-то вот, да, изменив какие-то ситуационные линии, сделает что-то не очень хорошее в вашей жизни, вмешается в вашу жизнь для того, чтобы вы что-то натворили на физике, понимаете, что-то натворили, и потом за что-то не очень хорошо отвечали. И, возможно, там, если кто-то с вас денег там требует или еще что-то, это тоже очень, кстати, яркое отражение, да, деньги. Деньги – это ваша энергия, ребята. Во сне то, что связано с деньгами, это энергия. И если вы, допустим, во сне кто-то с вас пытается содрать денег, кто-то пытается вас, допустим, на деньги нагреть, кто-то пытается, я не знаю, вот что-то вот такого вот плана сделать, требовать с вас деньги, там, вы теряете деньги, это все вот к отъему энергии, к отъему потенциала. Поэтому деньги во сне – это потенциал. То есть ваша энергия тоже должны понимать. И если там кто-то говорит, вот ты там должен содержать, допустим, за свой счет кого-то там непонятного и ему там отслюнявливать деньги, то здесь надо задать вопрос, на что вас разводит и кто вас разводит, и для чего вы кому-то непонятному должны давать какие-то деньги. В общем, и в принципе, так же, как и со всем остальным, то, что происходит с вашим телом, да, то есть с вашей машиной, с вашей, там, я не знаю, мотоциклом, мопедом и так далее, во сне по сюжету вы можете уже ориентироваться то, что вам пытаются пропихнуть в том же самом контракте на то, чтобы с вами случилось в реальной жизни. Если ваша машина двигается, допустим, по какой-то дороге и уходит в темноту, это вы должны понимать, что это что-то не очень хорошее. Если ваша дорога, опять же, на машине вы там едете полна колдобин, это значит, что кто-то пытается что-то в вашу жизнь внедрить, вот эти колдобины, то есть это тоже не от светлого и хорошего. А на этом у меня на сегодня все. Кстати, да, тоже интересно, если у вас снились какие-то такие сны, в том числе с дорогами связанные. Вот, допустим, насколько часто и как вам снились, допустим, до 2020 года те же самые дороги в отражениях или машины там или что-то ваше, да, и то, как оно поменялось, может, не поменялось у вас после 2020 года. Делитесь в комментариях, мне будет очень интересно это прочитать, то, как структурированно поменялись ваши сны. Также, ребят, кто отключал подключки, кто этим занимался, и кто после этого стал более осознанно видеть сны, кто как раз-таки вот у меня, по крайней мере, в окружении очень много людей начали осознанно воспринимать сны. Мне интересно, вот
Я понимаю, что я с многими из вас, кто мои подписчики, я вот напрямую не посчастливилась пообщаться. Вот, и хотелось бы узнать в ваших откликах, в ваших комментариях, насколько у вас стали сновидения после отключения подключек более осознанные. В общем, пишите, не стесняйтесь, мне будет интересно почитать, но у меня на сегодня для вас все. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Будьте осознанные, будьте более осознанные с теми же самыми снами, не давайте подписать вас на всякую разную просто гадость, которую вас подпихивают во сне. Помните, что сны — это все не просто какие-то волшебные картинки, которые нам посылает мозг, и это все тоже очень сильно завязано на матрице, на той самой матрице, про которую я сняла уже кучу роликов, просто кучу. И у меня есть отдельный плейлист, ребята, для тех, кто не смотрел мои ролики про матрицу. Посмотрите отдельный плейлист, это очень интересно, крайне интересно. Мой взгляд, то, что я под нее накопала, плейлист называется «Матрица», там все про матрицу. Ну, а также, ребята, хотелось бы вам сказать и напомнить про то, что каждое воскресенье у меня выходят стримы, прямые эфиры в моем солнечном клубе. Вышло уже 5 стримов, темы были все очень интересные, и в том числе у нас последний стрим был по поводу способов получения информации при помощи намерения. Я рассказывала, как можно получить информацию на физике с тонкого плана, если вы не видите тонкий, но вы очень сильно хотите. И при помощи намерения можно это сделать, чтобы в вашей жизни выстроились событийные ряды для получения информации. Также мы обсуждали там очень интересно много про знаки всяческие, насколько им можно доверять и вообще какие знаки как себя проявляют и очень многое другое. А также я записала просто мега бомбический ролик там про то, как формировать энергию руками, как работать при помощи рук энергии, как лечить при помощи рук. Также учила ребят, как можно видеть энергию, как увидеть ауру, то есть вообще на самом деле ауру может увидеть абсолютно любой человек, тоже там рассказала про это, и многие ребята пробовали уже на практике это делать, у многих получалось, многие действительно там увидели энергию такую полупрозрачную, красивую, и это, конечно, вообще просто супер для меня, ну, отклики вот такие внутренние, да, когда люди начинают учиться, когда у них начинает появляться вот это все, когда они действительно начинают чувствовать свои способности, потому что когда ты начинаешь чувствовать свои способности, ты уже начинаешь более осознавать себя. Поэтому, если вам интересны эти темы, присоединяйтесь. Также в Телеграме я, как вам уже сказала, что я рассказываю какие-то мировые новости, вот это вот все постоянно разбираю, и в последнюю неделю, вот в воскресенье, я рассказывала о том, как Китай уже начал делать очень мощные, большие шаги в геополитике, то, как я это видела на тонком плане, в том числе там я рассказываю про новость такую, что Китай, он выступил миротворцем, таким посредником для примирения двух там таких врагов очень мощных, это Саудовская Аравия и Иран. И то, как я это видела на тонком, я вообще не видела, если честно, что они особо конфликтовали, точнее, что они еще до этого очень классно помирились, но это все оставалось в тени, и как раз про это я там все рассказывала очень подробно, а также на этой неделе, в воскресенье, я выпущу очередной, как это сейчас называют, подкаст или по-другому аудио, где мы с вами поговорим о приезде китайского президента Си Цзиньпиня в Москву, зачем он приезжал туда, для чего он приезжал, а также там я расскажу о том, что кто на самом деле управляет Россией. И это не совсем то, о чем вы подумали, если вы подумали, что Китай управляет Россией. Хотя, может быть, косвенно и так. Но я конкретно говорила о некоторых людях, которых я считала с тонкого. Люди, которые на самом деле управляют Россией. И об этом мы с вами тоже поговорим в Телеграме. Ну, а у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. До скорых встреч. Ваша Надежда Солнечная.